Тема лекции «Типы личности учеников». Американский социолог Мартин Троу составил классификацию студентов, которая очень похожа на мою классификацию типов личности. По мнению Мартина Троу, всех студентов можно разделить на 4 типа. Первый – коллегиалы, которые любят устраивать вечеринки и заниматься спортом. Отметки имеют для них второстепенное значение. Спикер. Коллегиал. Второй – профессионалы, которые стараются хорошо учиться и хорошо устроиться в будущем, но академическая наука их интересует мало. Это техники. Третий тип – академики, которые увлечены учебой от души, но не ради выгоды. Они мечтают стать аспирантами и профессорами. Это у меня называется теоретики. И четвертый – нонконформисты или представители богемы, которым нет дела до учебы, которые презирают обывателей и ведут разгульный образ жизни. Это психологи у меня называются. Польза от умения учителя определять тип личности учеников состоит в следующем. Первое. Учитель может заранее видеть потенциальных зачинщиков срыва урока, которыми являются спикеры. Учитель имеет возможность применить превентивные меры, например, высадить этих потенциальных зачинщиков срыва урока на первой парте, поставить их под свой усиленный визуальный надзор или дать им отдельное письменное задание в начале урока, чтобы нейтрализовать их энергию. Вторая польза. Учитель может знать предпочитаемые или избегаемые формы опроса для каждого типа личности и менять эти формы для каждого ученика индивидуально в соответствии с задачами обучения. Первой задачей обучения может быть развитие вспомогательных функций мышления. Второй задачей может быть помощь отверженному в школьном коллективе ученику проявить свои способности в полной мере и тем самым заслужить авторитет в коллективе. С этой целью нужно опрашивать отверженного ученика с использованием его ведущей функции мышления. Например, психологи предпочитают отвечать устно о вопросах культуры. Техники предпочитают тестирование в письменной форме, о датах и определениях. Техники предпочитают отвечать на вопросы только домашнего задания в устной форме или в форме коротких ответов на вопросы. Они являются зубрилами, имеют неразвитую речь и не умеют свободно ориентироваться в учебном материале, пройденном за длительное время. Спикеры предпочитают устный ответ у доски в форме пересказа вчерашней лекции учителя. Спикеры обладают хорошей слуховой памятью, хотя спикеры не любят писать конспект и выполнять домашние задания. Теоретик панически боится публичного выступления у доски. Теоретик предпочитает вести аналитическую работу, то есть поставить задачу, сделать выводы, найти ошибку в рассуждениях, составить классификацию. Третья польза. Учитель может заранее знать состояние конспекта ученика. Техники имеют самый лучший конспект. Его конспект имеет максимальный объем и отличное оформление. Техник старается конспектировать дословно, так как плохо умеет выделять главное содержание в лекции. У спикера конспект вообще может отсутствовать, или объем этого конспекта является минимальным.
Поэтому именно спикер может пойти на подлог при проверке состояния конспектов. У психолога и теоретика конспекты находятся в удовлетворительном состоянии, хотя оформление конспекта у теоретика не выдерживает никакой критики. А в конспекте психолога можно обнаружить много рисунков на посторонние темы. Например, различных кошечек, собачек или портретов самого учителя. Четвертая польза. Учитель может предвидеть степень интереса каждого типа личности к любому школьному предмету или к любой теме по обществознанию. Например, психолог предпочитает изучать такие темы, как культура или религия. Техник предпочитает изучать такие темы, как методы эмпирической социологии, экологические глобальные проблемы, аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. Спикер предпочитает изучать такую тему, как малые группы. Спикера очень интересует его статус в малой группе, и спикер очень гордится экспериментальным подтверждением своего лидерского положения. Теоретик предпочитает изучать такие темы, как формальная логика или академическая социология. Следующий вопрос. Склонности типов личности в обучении состоят в следующем. Психолог старается выпрашивать хорошие отметки у учителя. Для этого психолог старается установить с учителем хорошие личные отношения, использовать тонкую лесть, изучать и использовать человеческие слабости у учителя. Под влиянием спикера психолог иногда способен участвовать в срыве урока, но не способен на наглость в отношении учителя. При попытке срыва урока психолог проявляет излишнюю эмоциональность, которая часто похожа на истерику. Психолог имеет склонность посещать театральные кружки. Психолог имеет интерес к изучению гуманитарных наук. Психолог имеет своеобразный стиль ответа у доски, способен часами переливать из пустого в порожнее, путаясь в своих ассоциациях. Таким образом, психолог имеет хорошо развитую речь при некотором недостатке здравого смысла. Улетевший. Техник имеет большую склонность к лабораторным работам. Его чертежи отличаются высочайшим качеством оформления. Свои золотые руки и интерес к технике техник проявляет на уроках труда или автодела. В свободное от учебы время он склонен посещать кружки технического творчества. Техник не любит творческих заданий и предпочитает рутину. Техник никогда не участвует в срыве урока, предпочитая соблюдать правила распорядка. Тем самым техник заслуживает поощрения за старание и хорошее поведение. Ему нужно ставить на балл выше. Спикер не умеет молчать целый урок. Для него это является настоящей пыткой, поэтому спикер начинает разговаривать с соседом по парте на посторонние темы и тем самым мешать учителю. Спикеров в классе много, около 46%, поэтому первые парты в классе часто напоминают ряды клеток с дрессированными тиграми в цирке, откуда спикеры пристально наблюдают за действиями дрессировщика и ловят каждую его ошибку. Например, одна из ошибок преподавателя – это повернуться спиной к спикерам. При наказании спикера не следует делать ему уступок, так как любую уступку спикер воспринимает как слабость. Отношения учителя со спикерами представляют собой отношения конфликта.
который то затухает, то разгорается с новой силой. Нужно периодически ставить спикера на место. Спикер является прирожденным неформальным лидером, поэтому он ищет любую возможность показать учителю как формальному лидеру степень своего влияния на коллектив. Успешный срыв урока означает, что влияние неформального лидера больше влияния формального лидера. При срыве урока спикер-организатор старается спрятаться за спины исполнителей и скрыть свою роль в этом деле, чтобы избежать наказания. Выявить такого зачинщика срыва урока можно с помощью социометрического теста и визуального теста на тип личности. С помощью социометрического теста можно выявить состав малых групп и персоны лидеров. Внимательное визуальное наблюдение за процессом срыва урока указывает на те группы, которые принимали особо активное участие в этом процессе. Если в срыве урока принимали активное участие рядовые члены малой группы, то следует предположить, что они получили от лидера такое задание и послушно его выполнили. Поэтому нужно обязательно наказать не только рядовых исполнителей, но и лидера бунтующей группы. Информацию по общественным наукам спикер схватывает на лету и легко ориентируется в пройденном материале. Спикер способен легко ответить на несложный вопрос и повторить точку зрения учителя. Спикер обладает хорошим здравым смыслом и отлично развитой устной речью. В отличие от психолога, спикер не склонен отклоняться от темы. Теоретик имеет склонность к изучению таких абстрактных предметов, как математика, обществознание, философия, социология, политология, право. Теоретик отдает предпочтение изучению таких наук, в которых применяется процедура логического вывода, например, в геометрии. Из аксиом путем логического вывода выводятся теоремы. Теоретик не любит описательных наук и изучение языков. Иногда теоретик меняет предметы своего особого интереса после того, как он постиг главное содержание в очередной науке. В отличие от техника, его не интересуют мелкие детали и прикладные исследования. Хобби теоретика – это шахматы. Теоретик имеет очень плохой почерк. Теоретик часто использует печатные буквы вместо прописных букв, так как читает слишком много книг. Речь теоретика у доски является очень логичной, но ей не хватает блеска. Его речь представляется слушателям слишком лаконичной. В его ответе можно обнаружить большие познания, но теоретик не умеет подать их публике. Теоретик часто подвергается насмешкам со стороны превосходящих сил спикеров. Эти условия постоянного психологического давления со стороны спикеров воспитывают у теоретика сильный и упорный характер. Теоретик никогда не принимает участие в срыве уроков. Теоретик способен заметить и указать преподавателю на неточность в содержании лекции, что иногда вызывает некоторое раздражение со стороны этого преподавателя, у которого создается впечатление, что ученик-теоретик знает больше этого преподавателя. Разные типы личности имеют склонности читать книги на различные темы. Психолог предпочитает читать любовные романы и фантастику. Техник предпочитает читать кулинарные рецепты, медицинскую и техническую литературу, наподобие журнала «Техника молодежи».
или руководство по ремонту телевизора или автомобиля. Спикер предпочитает читать развлекательную литературу наподобие детективов или светских новостей. Теоретик предпочитает читать научную литературу для углубленного изучения предмета, к которому он испытывает интерес. Разные типы личностей имеют различные стили запоминания иностранных слов и различные типы памяти. Психолог имеет образную память на слова. Спикер имеет склонность изучать иностранные языки в процессе непосредственного общения с носителями этого языка путем погружения в языковую среду, например, в международном лагере. Техник имеет зрительную память, поэтому техник учит иностранные слова с помощью многократного записывания на бумажке этих слов. Вообще он зубрила. Техник. Теоретик имеет логическую память, поэтому ему рекомендуется строить смысловые цепочки в процессе заучивания иностранных слов. Между иностранным словом и его русским переводом теоретик старается придумать и вставить такое русское слово, которое по звучанию близко к иностранному слову, а по смыслу к русскому. Например, admire, адмирал, восхищаться. Dissolve, соль, растворяться. Разные типы личности предпочитают заниматься разными видами спорта. Спикер предпочитает командные виды спорта, то есть баскетбол, футбол, волейбол и так далее, где существует возможность широкого общения. Теоретик предпочитает такие виды спорта, где можно избежать общения с окружающими людьми, заниматься с использованием спортивных снарядов. Поэтому теоретик предпочитает тяжелую или легкую атлетику. К тому же занятие силовыми видами спорта позволяет теоретику в случае необходимости дать отпор спикерам. Ну и, конечно, теоретик предпочитает шахматы. Техник часто выбирает технические виды спорта, стрельбу из огнестрельного оружия и мотогонки. Психологи часто выбирают виды спорта, требующие развития артистических способностей, то есть это фигурное катание и художественную гимнастику. Различные типы личностей имеют различную степень стремления к получению знаний. Самую низкую степень стремления к получению знаний имеют спикеры. Именно поэтому спикеры являются организаторами срыва уроков и конфликтов с преподавателем. Именно спикеры чаще других бросают учебу в учебных заведениях по собственному желанию или бывают отчислены в результате академической задолженности. В современных условиях платного образования спикеры получают возможность получать удовлетворительные отметки в обмен за оплату образовательных услуг или за взятку. Именно спикеры способны купить фальшивый диплом об образовании. Спикеры учатся не ради стремления к знаниям, а ради хороших отметок и ради получения диплома, который должен дать им желанную возможность занять руководящую должность, заняться коммерцией или предпринимательством. Стиль обучения спикеров – это списывание на уроки и иные формы мошенничества в обучении. В этом искусстве спикер достигает большого мастерства. Именно спикер умеет эксплуатировать своих приятелей, которых он заставляет оказывать ему
помощь при выполнении курсовых и дипломных работ. Учитель должен учитывать эту склонность спикера и держать его под усиленным визуальным контролем, особенно во время экзамена или контрольных работ. Самую высокую степень стремления к знаниям проявляет теоретик, который учится от души. Получение знаний – это одна из главных жизненных потребностей теоретика, ради удовлетворения которой он готов преодолеть любые преграды. Например, теоретики Ломоносов и Павлов пришли в столицу пешком, преодолев путь в сотни километров, чтобы поступить в университет. Теоретик Петерин Сорокин половину дороги до столицы, где он собирался поступить в университет, проехал зайцем в поезде из-за отсутствия денег на билет. В обмен на эту возможность он договорился с проводником, поэтому Сорокин был вынужден мыть туалеты. Многие теоретики стали титанами мысли. Теоретик не старается добиться отличных отметок по всем предметам, так как теоретик учится не ради отметок. Теоретик все свои усилия тратит на углубленное изучение отдельных предметов, которые вызвали его научный интерес. А по остальным предметам теоретик имеет удовлетворительные или хорошие отметки. Таким образом, стиль обучения теоретика – это углубленное изучение учебного предмета. Техники-психолог имеют среднюю степень стремления к знаниям. Техник учится ради хороших отметок и ради получения прикладных знаний, полезных в реальной жизни. Стиль обучения техника – это ежедневное заучивание, зубрежка учебного материала. Стиль обучения психолога – это выпрашивание положительных отметок у преподавателя. В процессе обучения можно несколько улучшить способности ученика, но его врожденные склонности накладывают определенные ограничения на результаты его обучения, выраженные в отметках. Иначе все ученики могли бы учиться только на отличные отметки. Любой учитель знает по собственному опыту существование этих ограничений. Задача учителя состоит в умении обнаружить и развить природные склонности ученика. Разве из любого обычного ученика по воле учителя можно воспитать научного гения, сравнимого с Дарвином или Аристотелем? Конечно, нет. Такая цель является несбыточной мечтой. Вывод. Теоретик наиболее пригоден для обучения, а спикер доставляет в процессе обучения максимальное количество проблем для преподавателя. Спикер срывает уроки.
Это что такое? Не могу найти. Известный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский назвал 4 породы педагогов. Тема сегодняшней лекции – типы личности педагогов. Итак, известный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский назвал 4 породы педагогов, описание которых очень напоминает описание у меня 4 типов личности. Известный педагог Виктор Николаевич Сорока. Тема сегодняшней лекции – типы личности педагогов. Так, тема сегодняшней лекции – это школьная реформа в Британии и в России. В Британии как образец для подражания. Что-то у меня не получилось. Что-то у меня не получилось.
Известный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский назвал 4 породы педагогов, описание которых очень напоминает описание 4 Тема сегодняшней лекции – типы личности педагогов. Итак, тема моей лекции – педагогика конфликта, моя педагогика конфликта против утопии Макаренко. Так, тема сегодняшней лекции – это школьная реформа в Британии и в России. В Британии как-то. Итак, тема лекции – правила общения. По моему мнению, Итак, тема лекции – язык жестов. Тема сегодняшней лекции – типы личности педагогов. Итак, тема моей лекции – педагогика конфликта, моя педагогика конфликта против. Так, тема сегодняшней лекции – это школьная реформа в Британии и в России. В Британии как образец для подражания. Известный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский назвал 4
породы педагогов. Известный педагог Виктор Николаевич Сорока-Росинский Итак, типы личности учеников. Американский социолог Мартин Троу составил классификацию студентов, которая очень похожа на мою классификацию типов личности. По мнению Мартина Троу, всех студентов можно разделить на 4 типа. Первый – коллегиалы, которые любят устраивать вечеринки и заниматься спортом. Отметки имеют для них второстепенное значение. Ну, это спикер у меня. Второй тип студентов – профессионалы, которые стараются хорошо учиться и хорошо устроиться в будущем, но академическая наука их не интересует. Третий – академики, или которые увлечены учебой от души, а не ради выгоды. Академики мечтают стать аспирантами и профессорами. Ну, у меня теоретики, а профессионалы – техники. Четвертый тип – нонконформисты или представители богемы, которым нет дела до учебы, которые презирают обывателей и ведут разгульный образ жизни. У меня это психологи. Польза от умения учителя определять тип личности учащихся состоит в следующем. Итак, первая польза. Учитель может заранее видеть потенциальных зачинщиков срыва урока, которыми являются спикеры. Учитель имеет возможность применить превентивные меры, например, высадить этих потенциальных зачинщиков урока на первые парты, поставить их под усиленный визуальный надзор или дать им отдельное письменное задание в начале урока, чтобы нейтрализовать их энергию. Учитель может заранее знать предпочитаемые или избегаемые формы опроса,
для каждого типа личности и менять эти формы для каждого ученика индивидуально в соответствии с задачами обучения. Первой задачей обучения может быть развитие вспомогательных функций мышления. Второй задачей может быть помощь отверженному в школьном коллективе ученику проявить свои способности в полной мере и тем самым заслужить авторитет в коллективе. С этой целью нужно опрашивать отверженного с использованием его ведущей главной функции мышления. Например, психологи предпочитают отвечать устно о вопросах культуры. Техники предпочитают тестирование в письменной форме о датах и определениях. Техники предпочитают отвечать на вопросы только домашнего задания в устной форме или в форме коротких ответов на вопросы. Техники являются зубрилами, имеют неразвитую устную речь и не умеют свободно ориентироваться в материале, пройденном за длительное время. Спикеры предпочитают устный ответ у доски в форме пересказа вчерашней лекции учителя. Спикеры обладают хорошей слуховой памятью, хотя спикеры не любят писать конспект и выполнять домашнее задание. Теоретик панически боится публичного выступления у доски. Теоретик предпочитает вести аналитическую работу, то есть поставить задачу, сделать выводы, найти ошибку в рассуждениях, составить классификацию. Учитель может заранее знать состояние конспекта ученика. Техник имеет самый лучший конспект. Его конспект имеет максимальный объем и отличное оформление. Техник старается конспектировать дословно, так как техник плохо умеет выделять главное содержание в лекции. У спикера конспект вообще может отсутствовать, или объем этого конспекта является минимальным, поэтому спикер может пойти на подлог при проверке состояния конспекта. Поэтому я лично у спикеров проверял почерк и сравнивал с почерком в конспекте. У психолога и теоретика конспект находится в удовлетворительном состоянии, хотя оформление конспекта у теоретика не выдерживает никакой критики. А в конспекте психолога можно обнаружить много рисунков на посторонние темы. Например, различные кошечки, собачки и даже портреты учителя. Они еще и пытаются парту изрисовать своими рисунками. Поэтому нужно проверять. Учитель может предвидеть степень интереса каждого типа личности к любому школьному предмету или к любой теме в обществознании. Например, психолог предпочитает изучать такие темы, как культура или религия. Техник предпочитает изучать такие темы, как методы эмпирической социологии, экологические и глобальные проблемы, аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. Спикер предпочитает изучать такую тему, как малые группы. Спикера очень интересует его статус в малой группе. Спикер очень гордится экспериментальным подтверждением своего лидерского положения. Теоретик предпочитает изучать такие темы, как формальная логика или академическая социология. Следующий вопрос. Склонности типов личности в обучении состоят в следующем. Психолог старается выпрашивать хорошие отметки у учителя. Для этого психолог старается установить с учителем хорошие личные отношения.
использовать тонкую лесть, изучать и использовать человеческие слабости учителя. Под влиянием спикера психолог иногда способен участвовать в срыве урока, но не способен на наглость в отношении учителя. При попытке срыва урока психолог проявляет излишнюю эмоциональность, которая часто похожа на истерику. Психолог имеет склонность посещать театральные кружки. Психолог имеет интерес к изучению гуманитарных наук. Психолог имеет своеобразный стиль ответа у доски. Он способен часами переливать из пустого в порожнее, путаясь в своих ассоциациях. Таким образом, психолог имеет хорошо развитую устную речь при некотором недостатке здравого смысла. Техники имеют большую склонность к лабораторным работам. Чертежи техника отличаются высочайшим качеством оформления. Свои золотые руки и интерес к технике техник проявляет на уроках труда или автодела. В свободное от учебы время техник склонен посещать кружки технического творчества. Техник не любит творческих заданий, предпочитает рутину. Техник никогда не участвует в срыве урока. Он предпочитает соблюдать правила распорядка. Тем самым он заслуживает поощрения за старание и хорошее поведение. То есть ему нужно ставить на балл выше технику. Так, спикер. Он не умеет молчать целый урок. Для него это является настоящей пыткой. Поэтому спикер начинает разговаривать с соседом по парте на посторонние темы и тем самым мешает учителю. Спикеров в классе много, около 46%. Поэтому первые парты в классе часто напоминают ряды клеток с дрессированными тиграми в цирке, откуда спикер пристально наблюдает за действиями дрессировщика и ловит каждую его ошибку. Например, одна из ошибок учителя – это повернуться спиной к спикерам. При наказании спикера не следует делать ему уступок, так как любую уступку спикер воспринимает как слабость. Отношения учителя со спикерами представляют собой отношения конфликта, который постоянно то затухает, то разгорается с новой силой. Нужно периодически ставить спикера на место. Спикер является прирожденным неформальным лидером, поэтому спикер ищет любую возможность показать учителю, как формальному лидеру, степень своего влияния на коллектив. Успешный срыв урока означает, что влияние неформального лидера, то есть спикера, больше влияния формального лидера. При срыве урока спикер-организатор старается спрятаться за спину исполнителей и скрыть свою роль в этом деле, чтобы избежать наказаний. Выявить такого зачинщика срыва урока можно с помощью социометрического теста и визуального теста на тип личности. С помощью социометрического теста можно выявить состав малых групп и персоны лидеров. Внимательное визуальное наблюдение за процессом срыва урока указывает на те группы, которые принимали особо активное участие в этом процессе. Если в срыве урока принимали активное участие рядовые члены малой группы, то следует предположить, что они получили от лидера такое задание
и послушно его выполнили, поэтому нужно обязательно наказать не только рядовых исполнителей, но и лидера бунтующей группы. Информация по общественным наукам спикер схватывает на лету и легко ориентируется в пройденном материале. Спикер способен легко ответить на несложный вопрос и повторить точку зрения учителя. Спикер обладает хорошим здравым смыслом и отлично развитой устной речью. В отличие от психолога, спикер не склонен отклоняться от темы. Теоретики имеют склонность к изучению таких абстрактных предметов, как математика, обществознание, философия, социология, политология, право. Теоретик отдает предпочтение изучению тех наук, в которых применяется процедура логического вывода, например, в геометрии. Из аксиом путем логического вывода выводятся теоремы. Теоретик не любит описательные науки и изучение языков. Иногда теоретик меняет предмет своего особого интереса после того, как он постиг главное содержание в очередной науке. В отличие от техника, теоретика не интересует мелкие детали и прикладные исследования. Хобби теоретика – это шахматы. Теоретик имеет плохой почерк. Теоретик часто использует печатное написание букв вместо прописного, так как теоретик читает слишком много книг. Его речь у доски является очень логичной, но и не хватает блеска. Его речь представляется слушателям слишком лаконичной. В его ответе можно обнаружить большие познания, но теоретик не умеет подать их публике. Поэтому часто теоретик подвергается насмешкам со стороны превосходящих сил спикеров. Эти условия постоянного психологического давления со стороны спикеров воспитывают у теоретика сильный и упорный характер. Теоретик никогда не принимает участие в срывах уроков. Теоретик способен заметить и указать преподавателю на неточность в содержании лекции, что иногда вызывает некоторое раздражение со стороны этого преподавателя, у которого создается впечатление, что ученик-теоретик знает больше его самого. Разные типы личности имеют склонности читать книги на различные темы. Психолог предпочитает читать любовные романы или фантастику. Техник предпочитает читать кулинарные рецепты, медицинскую или техническую литературу, наподобие журнала «Техника молодежи» или руководство по ремонту телевизора или автомобиля. Спикер предпочитает читать развлекательную литературу наподобие детективов или светских новостей. Теоретик предпочитает читать научную литературу для углубленного изучения предмета, к которому теоретик испытывает интерес. Разные типы личностей имеют различные стили запоминания иностранных слов и различные типы памяти. Психолог имеет образную память на слова. Спикер имеет склонность изучать иностранные языки в процессе непосредственного общения с носителями этого языка, путем погружения в языковую среду, например, в международном лагере. Техник имеет зрительную память, поэтому техник учит иностранные слова с помощью многократного записывания на бумаге этих слов. Теоретик имеет логическую память, поэтому
Ему рекомендуется строить смысловые цепочки в процессе заучивания иностранных слов. Между иностранным словом и его русским переводом теоретик старается придумать и вставить такое русское слово, которое по звучанию близко к иностранному слову, а по смыслу к русскому. Например, admire, адмирал, восхищаться. Вот это третье слово, адмирал. Dissolve, соль, растворяться. Вот это третье слово, соль. Разные типы личности предпочитают заниматься разными видами спорта. Спикеры предпочитают командные виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол, где существует возможность широкого общения. Теоретик предпочитает такие виды спорта, где можно избежать общения с окружающими людьми, заниматься с использованием спортивных снарядов. Поэтому теоретик предпочитает тяжелую атлетику или легкую атлетику. К тому же занятие силовыми видами спорта позволяет теоретику в случае необходимости дать отпор спикерам. Техник часто выбирает технические виды спорта, то есть стрельбу из огнестрельного оружия и мотогонки. Психолог часто выбирает виды спорта, требующие развития артистических способностей, то есть это фигурное катание и художественная гимнастика. Различные типы личности имеют различную степень стремления к получению знаний. Самую низкую степень стремления к получению знаний имеют спикеры, то есть не любят учиться. Именно поэтому спикеры являются организаторами срыва уроков и конфликтов с преподавателем. Именно спикеры чаще других бросают учебу в учебных заведениях по собственному желанию или бывают отчислены в результате академической задолженности. В современных условиях платного образования спикеры получили возможность получать удовлетворительные отметки в высшем учебном заведении в обмен за оплату образовательных услуг или за взятку. Именно спикеры способны купить фальшивый диплом об образовании. Спикеры учатся не ради стремления к знаниям, а ради хороших отметок и ради получения диплома, который должен дать им желанную возможность занять руководящую должность, заняться коммерцией или предпринимательством. Стиль обучения спикеров – это списывание на экзамене и иные формы мошенничества в обучении. В этом искусстве спикеры достигают большого мастерства. Именно спикер умеет эксплуатировать своих приятелей, которых он заставляет оказывать ему помощь при выполнении курсовых и дипломных работ. Учитель должен учитывать эту склонность спикера и держать его под усиленным визуальным контролем, особенно во время экзамена или во время контрольных работ. Самую высокую степень стремления к получению знания имеют теоретики, которые учатся от души. Получение знаний – это одна из главных жизненных потребностей теоретика, ради удовлетворения которой теоретик готов преодолеть любые преграды. Например, теоретики Ломоносов и Павлов Иван Петрович пришли в столицу пешком, преодолев путь в сотни километров, чтобы поступить в университет. Теоретик Петерим Сорокин половину дороги до столицы, где он собирался поступить в университет, проехал зайцем в поезде из-за отсутствия денег на билет.
В обмен на эту возможность, по договоренности с проводником, Сорокин был вынужден мыть туалеты. Многие теоретики стали титанами мысли. Теоретик не старается добиваться отличных отметок по всем предметам, так как теоретик учится не ради отметок. Теоретик все свои усилия тратит на углубленное изучение отдельных предметов, которые вызвали его научный интерес. А по остальным предметам теоретики имеют удовлетворительные или хорошие отметки. Таким образом, стиль обучения теоретика – это углубленное изучение учебного предмета. Техники-психолог имеют среднюю степень стремления к знаниям. Техник учится ради хороших отметок и ради получения прикладных знаний, полезных в реальной жизни. Стиль обучения техника – это ежедневное заучивание учебного материала. Стиль обучения психолога – это выпрашивание положительных отметок у преподавателя. В процессе обучения можно несколько улучшить способности ученика, но его врожденные склонности накладывают определенные ограничения на результаты его обучения, выраженные в отметках. Иначе все ученики могли бы учиться только на отличные отметки. Любой учитель знает по собственному опыту существование этих ограничений. Задача учителя состоит в умении обнаружить и развить природные склонности ученика. Разве из любого обычного ученика по воле учителя можно воспитать научного гения, сравнимого с Дарвином или Аристотелем? Такая цель является несбыточной утопией, мечтой. Вывод. Теоретик наиболее пригоден для обучения, а спикер доставляет в процессе обучения максимальное количество проблем для преподавателя.